Кто потерял покой из-за тебя? Давай посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад для энергообмена, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в какой сигнификации, в каких энергиях вы сейчас находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Мне показано, что кто-то из вас сейчас, возможно, сидит, знаете, такой вот, ну не то чтобы отрешенный, вы в таких энергиях, когда ничего никого не хочется. Возможно, кто-то заболел, у кого-то может быть такое депрессивное, апатичное состояние. Почему, из-за чего? Вот ничего не хочу, здесь обман идет, обман. У кого-то здесь проиграется обман, связан с женщиной, у других может проиграться обман, связан вот либо с финансами, с работой, да. То есть вы могли рассчитывать, если это касается работы финансов, могли рассчитывать либо на какие-то деньги, которые вам либо не заплатили, либо урезали, задержали, да. Либо же здесь может быть проигрываться даже проблемы с работой. Поэтому вы и находитесь в таком вот подавленном настроении. Также у кого-то сейчас может быть острая конфликтная ситуация, опять же, по работе. Вы, возможно, даже вот пытаетесь отвоевать что-то, ну, боретесь за место под солнцем, да, показать свою правдивую позицию, да. Те, у кого проиграется конфликт, я вам скажу так, начальство вами манипулирует. Вот все то, что чудит, вытворяет там с финансами, либо же пытается как-то нагнуть вас, это чистой воды манипуляция. Здесь хотят добиться своего. Кому-то место освободить, кого-то подвинуть, да, то есть либо же своего человечка поставить. Но так и знайте, это манипуляция. Вашей вины здесь нет. Здесь будет шанс уладить все, но тем не менее вы переживаете. Возможно, даже вы, знаете, стали более такой взрывной в последнее время. Может быть, даже плохо спите ночами. Здесь могут даже невротические быть такие проявления. Стали более вспыльчивы. Знаете, а все из-за того, что вы, ну, такой правдоборец, правдолюб. Кто-то за что-то борется, кто-то за что-то отстаивает. Здесь могут у кого-то проиграться еще, ну, касательно женщины, это могут быть юридические какие-то незавершенные моменты, то есть вы в суде, может быть, там юридически как-то пытаетесь за что-то бороться, что-то отстоять. У кого-то это может касаться ребенка, у кого-то касаться денег, ну, либо же какие-то там, скажем так, материальные блага, да, машины, квартиры, когда вот эта вся дележка. То есть вы пытаетесь бороться, скажу так, забегая вперед, у кого сейчас реально борьба идет за имущество либо за ребенка, вы будете в выигрыше. То есть все разрешится так, как положено. Все по суду, по закону, а не так, как хочет ваша прекрасная мадам. Далее. Вообще вот вы сами по себе, да, если вот убрать вот эти все проблемные моменты в вашей жизни, все переживания и страдания, вот вы на самом деле человек-праздник. А вы человек, который когда-то был абсолютно со стабильной психикой. Вы были намного спокойней, вы были намного более уравновешенней, да? Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Вот напишите, у кого резонирует. Вы действительно, вот может быть, сами замечаете, либо окружающие говорят, что в последнее время вы стали более вспыльчивый, взрывной такой, да, а раньше были более спокойный. Вот есть такой момент у вас или нет? Если у кого-то нет такого, пишите, что нет, у меня такого нет. Вы вообще любитель по жизни, да, вот я просто вас описываю. Вы человек, который и сами умеете создавать праздник, вот просто из ничего. Вы можете, помимо того, что выступать, хохмить, что-то рассказывать, организовывать, то есть вам ничего не стоит просто даже вот какие-то, может быть, декорации построить, да, вы классный организатор. Ну, человек-праздник, и, в общем-то, вы могли бы быть очень классным тамадой, да, вот как на свадьбе. Может быть, кто-то из вас и был тамадой.
Умеете развеселить, умеете поднять настроение людям. Далее, что еще о вас расскажут? Ну, знаете, вот как бы вам ни было тяжело, вот опять-таки мне показано, фортуна будет на вашей стороне. Уже у вас, может быть, даже у кого-то ситуация начинает изменяться к лучшему. Хоть еще осадочек остался, хоть еще может быть тяжело. И опять-таки мне показано, что есть военные люди среди вас, да, кто меня смотрит. Но здесь может быть напряжно, да, здесь может быть горячо, неспокойно, но это понятно там, где вы находитесь. Но, тем не менее, я скажу так. Я говорю сейчас о моих ребятах, как всегда, я только о своих ребятах говорю. Вы будете победителями. Победа будет за вами. Все, что вы делаете, все эти, ну не буду называть это в эфире, как это все называется, все, что вы делаете, да, все ваши маневры, передислокации, все ваши спецоперации там и так далее, да, это все будет на высоте, много чего добьетесь. Кто-то из вас может даже получить, ну, то ли премию, да, ну, какая-то денежная компенсация будет. Ну, может быть, там какая-то работа особой важности, ну, в таком духе. Кто-то из вас недавно, может быть, даже принял какое-то такое очень важное для себя решение. С чем это связано? Давайте уточним. Но это связано с женщиной. Это скорее будет касаться тех, кто, может быть, в токсичных отношениях еще проживаете. Скорее всего, здесь либо же выйдет наружу очередная неправда, вранье какое-то, либо же измена вашей женщины. И это будет последней точкой. У кого-то может проиграться, что вот проблемы финансового характера плюс вот предательство женщины, это будет, ну, 2 в 1, такой тандем. Поэтому этот период вам нужно будет пережить, ребят. И скажу так, опять же, забегая вперед немножко, те, кто сейчас находятся, может быть, в состоянии развода, либо же вы планируете развод, можете не отчаиваться. У вас впереди будет новая любовь. Поэтому один вы не останетесь. Но жить с человеком просто как соседи, ну, это не по-человечески, правда? Давайте-ка теперь смотреть, кто же потерял из-за вас покой. Давайте-ка разбираться. Кто же потерял покой? Так. Я буду разные ситуации говорить, потому что это общий расклад. Но смотрите, во-первых, почему-то сразу показывает снова-таки вашу женщину. У кого-то это может проиграться бывшая женщина, у кого-то это проиграется та, с которой вот сейчас вы, может быть, в процессе развода, либо планируете. Ну, то есть те самые токсичные отношения. Она потеряла покой, потому что вы, либо же вы пытаетесь за что-то бороться, да, вот если вы сейчас вот в этом состоянии находитесь, да, дележки, там, судов, она потеряла покой, во-первых, потому что вы ушли, либо же хотите уйти и уже каким-то образом это ей озвучили, да, она потеряла покой, потому что ей придется прощаться и с ее комфортом, и начнется дележка имущества и так далее, да. Вот то ее вранье, которое она учудила, оно у нее ушло на задний план. Она как бы даже не думает, что во всей этой истории виновата она. Но покой она точно потеряла, потому что ей придется все-таки выйти из зоны комфорта. Она накосячила, а теперь у нее начинаются проблемы. В общем-то, я думаю, вы создадите проблемы, и в том числе с судом, да, то есть по суду вы все будете у нее отсуживать, забирать там, да, причем я думаю, что ни один мускул у вас не дрогнет, вот настолько вы будете хладнокровно это делать, настолько вам тяжело, больно и обидно будет, да, вот те, которые планируют расходиться. Поэтому вы как будто вот железный станете на какой-то период. Но все будет, как я уже говорила, вот по суду все будет по справедливости. Кто еще потерял покой из-за вас? Давайте-ка смотреть. Это человек, с которым вы, возможно, сейчас я уточню.
Человек, с которым вы, может быть, перестали общаться. Но здесь могут быть задействованы какие-то финансовые операции. Может быть, вы кому-то одалживали деньги, человек очень долго вам не отдавал, вешал лапшу, да, вот всякие сказки рассказывал, и вы уже махнули рукой, вы уже плюнули на это все, просто перестали общаться. У кого-то проиграется, что вы могли пригрозить, да, человеку, неважно, одолжили деньги, либо еще какие-то финансовые операции. Здесь могли быть подставы, тоже может проиграться, если, допустим, по работе, если это компаньоны какие-то. Это может даже у кого-то по семье, да, вот проиграться, что вы даже поконфликтуете из-за денег, но это будет скорее родственные такие узы. Вы могли чем-то пригрозить, да, чем-то таким очень-очень опасным, разрушительным, и человек потерял покой. Подумайте, у кого это проиграется, напишите, кто из ваших там близких, либо по работе могли потерять покой, потому что, ну, вы чем-то пригрозили, да. Хотя, опять же, то, что я вижу, поскольку ну, у нас довольно часто в раскладах выпадает, что вы сами многие владеете, либо магия, да, вот сила мысли, интуиция, то есть способности есть у многих. Вы сами даже знаете, возможно, даже озвучивали периодически всем вашим обидчикам, что вот если ты то-то и то-то не сделаешь, да, вот тебя как бы высшие силы накажут. Вы сами знаете, что есть у вас очень классные ангелы-хранители, есть покровители, да, вот те самые вот высшие силы. Я уже не говорю про ушедших ваших предков, которые вас оберегают и которые наказывают всех ваших обидчиков. Поэтому вы могли где-то в порыве злости, да, вот в какой-то конфликтной ситуации, на эмоциях могли сказать, да, что вот если ты там, допустим, долг не вернешь, да, вот тебе будет то-то и то-то. Причем это будет без вашей участи, а с помощью вот ваших защитников на небесах. Поэтому тоже люди потеряли покой, те особенно, кто в это верит, потому что далеко не каждый человек верит и в высшие силы, и в магию, да, но тем не менее немножко покой у них потерян. Так, давайте-ка еще посмотрим, кто еще потерял покой, по какой причине. Ну, здесь женщина, которая влюблена по самые уши в вас. Она моложе вас, она может быть юна такая, знаете, неопытная. Она абсолютно не наглая, она не из тех, которые вешаются на шею, но вот почему-то вы ее то ли не замечаете, может быть, в силу возраста, да, кто-то, может быть, ушел даже с головой вот в свои решения проблем, кто-то в работу ушел, да, ну, то есть у всех это проиграется по-разному, но почему-то вы ее особо не замечаете, как вот даму для какого-то романтика. Она давно к вам присматривается. Она вас видит, может быть, даже какие-то черты, возможно, отца. Очень часто, я думаю, вы все слышали, что девушки выбирают мужчин, которые чем-то похожи на отца. А мужчины, наоборот, выбирают женщин, которые похожи на мать. Так вот, она в вас даже видит, вот, может быть, какие-то черты, да, это может быть внешность, может быть, фигура, может быть, даже какие-то черты вашего характера, которые похожи на отца, да, это такой привет из прошлого, вот вы вызываете, вот одним взглядом на вас, вы вызываете у нее какие-то очень теплые воспоминания, да, о человеке из прошлого. Знаете, как будто она еще собирает о вас какую-то информацию. Здесь могут проиграться общие знакомые, общие друзья, приятели. И она так потихонечку, полигонечку узнает о вас, ваш статус, да, потому что она не может полностью знать, есть ли у вас женщина, нет. Вы не в настолько близких с ней отношениях, даже если вы и пересекаетесь где-то.
ей важно знать, что вы свободны, потому что она не из тех, которые разбивают семьи, разбивают отношения. Для нее важно, чтобы вы были свободны. Вот тогда она сможет хоть как-то проявить инициативу. А пока она потеряла покой, она думает о вас, она мечтает, она хотела бы быть с вами вместе, но пока ей нужно собрать достаточно информации, такое досье на вас она собирает, и тогда уже она потихонечку начнет как-то вот активничать. Либо же больше инициировать разговоры, да, вот как-то создавать ситуации, в которых вы будете пересекаться. Так, вот ей тяжело, знаете, вот ей тяжело, потому что вы ее не замечаете, ребят. Обращайте внимание вот на дам, которые помоложе. Обращайте, и впоследствии, вот как мне говорит карты, да, как говорят карты, если вы пройдете весь путь отношений, да, вот если кто захочет сблизиться, вы сможете дойти до брака, даже до венчания. У кого-то может проиграться венчание, но здесь вы будете решать уже сами. Очень приятная такая молодая особа, очень легко будет с ней общаться, она задорная, она веселая, она в чем-то наивная, как я уже сказала, но вам будет эта наивность даже вот в какой-то кайф. Вот если вы поймете, кто эта женщина, с ней будет настолько легко, без заморочек. Вы не будете думать, о чем ей удивить, а какой ей подарок купить. Вот она простая. Вот что в ней, наверное, самое такое ценное, она очень-очень простая. Вот подаришь ей подарок, да, она будет рада, довольна, она не будет никогда просить, она не будет ни за кем бегать. Ну, такая, знаете, как наивная девчонка. Таких женщин, наверное, в современном мире очень и очень мало. Поэтому я считаю, что таких дам нужно любить, ценить и беречь, и держаться за них руками и ногами. Поэтому вот такой был сегодня расклад. Примеряйте, кому что подходит, кто почему потерял покой за вас. Нужно с этим что-то делать, ребята, что-то решать. Если вот какие-то ситуации, которые я сегодня озвучила, если они вам подходят, вы можете, в принципе, как-то влиять на эти ситуации, вы можете снова начать взаимодействовать с людьми, да, как-то идти на компромиссы какие-то, но это уже решать будете исключительно вы. Ну, а кому понравился расклад, ставьте лайк, пишите в комментариях ваши отзывы, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал и всем пока!